Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Среда, время субботы. Спартак Суббота, психоаналитик, психиатр на связи. Спартак, приветствую вас. Александр, здравствуйте, здравствуйте, аудитория. Я же соскучился. Среда, время субботы. Очень забавно. Да, давайте начнем наш сегодняшний разговор, тем более, что, знаете, вот такое чувство определенного диссонанса, оно не покидает в последнее время всех нас. В каком смысле? Прежде всего, в самом главном. Прошлая ночь, атака по Новороссийску, достаточно крупная, там фейерверки, это все видно, как отражались дроны, бэки на Геленджик, в общем, атакуется российское побережье Черного моря, причем там серьезный урон, зерновой терминал, который 30% экспорта зерна Российской Федерации, собственно, обеспечивает, и Зеленский как бы гордится уникальной операцией. Вот смотрите, какая уникальная операция. Ну, я так понимаю, что они же продлили вот эти 40 дней принуждения к миру. И вот таким образом как бы принуждается к миру российская сторона. Параллельно с этим абсолютно, скажем так, нет никакой реакции на то, какой урон получает Украина. И это уже стало такой нормой последних дней. Но тут еще очень интересный политический аспект. Ровно в этот же день, когда всем сообщили об уникальной операции Зеленского, Financial Times выдает материал, где Венс лично влиял на то, чтобы Новороссийск не был атакован, потому что экспорт нефти, это КТК, казахская нефть, западные инвестиции, ну и, в общем-то, Зеленскому оказалось плевать. В последнее время очень многие, в общем, как бы аналитики сходятся к мнению, что Зеленский прям ставит последние штаны на кон за этой рулеткой войны. Но, опять-таки, можно ставить, если это твое. А получается, к умозаключению приходишь, что вся Украина — это как бы его, и горящий эпицентр в Запорожье, и склады под Броварами, и, конечно же, Одесса, порт Одесский, экспорт украинский, зерно в то же время украинское. По-моему, мы очень глубоко, по уши в этом болоте войны, благодаря, собственно, Зеленскому и бесперспективным каким-то надеждам на переговоры погрязли. Но где нас обманывают? Как вы отвечаете на этот вопрос? Александр, я хочу в первую очередь обратить внимание на позицию. То они придумают какие-то 9 дней, потом 40 дней. Мне просто интересно, какая будет следующая дата, сколько они будут это продлять. Там прозвучало сегодня, прошу прощения, вчера днем прозвучало 72 часа. И они, мне кажется, просто выдумывают эти даты. Это как будто, вы знаете, как продают какой-то товар, который вот-вот-вот испортится, но мир-то продать невозможно, потому что товара нет. Нету товара, нечего продать. Люди в это уже не верят. И перед тем, как ответить на ваш вопрос, я хочу обратить внимание, что ладно, хорошо, там склады в Броварах, ну, хорошо, там порты в Одессе, я все понимаю. Люди. Вот самый главный ресурс, который люди игнорируют в вопросе войны, это как раз они сами. То есть люди там жалуются, у нас то света нет, еще что-то. Люди умирают параллельно, война не заканчивается, военных больше не становится, мобилизация по-прежнему, кстати, несмотря на нововведения, мобилизация по-прежнему с таким довольно свиным рылом, то есть нечеловеческим лицом. И не наблюдается положительной динамики. Почему игнорируется дискомфорт на территории страны? Почему делается акцент, почему смещается фокус внимания на успех на территории Российской Федерации? Во-первых, потому что успехов на территории Украины нет. Ну и на фронте за последнее время так-то у русских есть какие-то, у россиян есть какие-то успехи. Мы не можем в этом заявлять. Минимальный успех, как бы он ни звучал, они взяли 3 метра. Они взяли, в этом проблема. То есть все-таки есть смещение акцента на то, что у них нет положительных результатов на территории Российской Федерации. Там и не должно быть положительных результатов, наши воины там не находятся, там не находится наша армия, туда просто прилетает, у россиян нет возможности вести активные боевые действия. Вторая причина, почему используется этот метод, это смещение фокуса внимания с деструктивизма на контрдеструктивизм. Что это значит? Если у нас все нехорошо, плохо, нам необходимо показать, как плохо находится по ту сторону,
для того, чтобы, внимание, для того, чтобы сместить фокус внимания с деструктивных элементов на территории нашего государства. Потому что у нас проблем много. Помимо проблем репутационных, которые сейчас сформировались, кстати, у Зеленского на фоне его некогда пригретых на груди Федорова, сейчас проблемы с Татаровым, потому что, кстати, вот важный момент, проблемы-то с Татаровым начались почему? Потому что генпрокурор, как оказалось, не такой простой, он не из, там, скажем так, из тряпок сшитый. Они принимают решение сейчас действовать против коррумпированных структур в МВД, не употребляя, скажем так, в риторике свои планы, не ставлю в известность ни Татарова, и, что немаловажно сейчас, как бы все президенты говорят о том, что и Зеленский сам не в курсе. То есть, получается, также отбился от рук еще один важный элемент давления на социальную сферу. Когда на территории вашей страны, когда у вас происходит все очень плохо, вам необходимо не объяснить, типа, ребята, у нас на самом деле все хорошо, потому что в это уже никто не верит, потому что есть и так серьезное напряжение у государства, есть большая доля напряжения у народа, необходимо смещать фокус внимания на те успехи, которые, сложно назвать успехом. Еще раз, мне нет никакого дела, что горит на территории России, потому что, меня беспокоит, что происходит на территории Украины, но это очень удобная риторика. А вот у них эта модель манипуляции называется whataboutism. What about это типа, а что насчет? Вот, например, вам говорят, Александр, у вас сгорел дом, вы говорите, а вот у соседей сгорел и дом, и сарай. Вам говорят то, что там по отношению к вам плохо относятся ваши там дети или близкие или еще что, а у некоторых вообще детей нету. Понимаете, смещение фокуса внимания с реальной проблемы на косвенную, то есть подмена тезиса, формирует ощущение того, что тот, кто защищается, на самом деле имеет потенциал нападать. А теперь внимание, Украина защищается, но сейчас идет такая риторика, как будто она нападает. Но после последних таких достаточно хороших отцовских лещей, которые получил Зеленский при встрече с Трампом, при коммуникации с Евросоюзом, в последних встречах возникает такое легкое протрезвение. Знаете, да, когда дают подзатыльник, и ты так не А я вот с вами не согласен. Извините, пожалуйста, но, может, конечно, очень легкое отрезвление. Такое, очень легкое. Потому что, опять-таки, я давно такого не видел. Обычно пресса, в том числе и западная, в общем-то, не растягивает вот эти все оплошности Зеленского и так далее. Сейчас Политико открыто пишет: оплошность в Сербии допустил Зеленский. Это в той самой Сербии, где его, как, я не знаю, там, как родного прижимал к груди Вучич. Вот сегодня вышел материал. Он Косово не признал. То есть, почему? Потому что хотел, в общем, выслужиться, пообниматься, поплакать, порадоваться, вместе с Вучичем оружие обеспечить. В Косово в самом митинге с скандированиями «Зеленский пошел нахрен», причем открыто, то есть ах так, снимают там флаги украинские и так далее. То есть, опять-таки, оплошность, вот эта оплошность, но уже сколько дней прошло, а у нас вот эти удары абсолютно перекрывают даже не внутренние какие-то проблемы и поражения. Опять-таки, горящие склады, пустые полки магазинов, инфляция, кстати, да. удорожание. Нет, они перекрывают оплошности на внешнеполитическом треке Зеленского. То есть мы опять приходим к тому, преснопамятному, когда мы выбирали не политика, да, который там он не знает эти схемы, он там за людей, он за народ. Получается, он не за народ, не за материально имеется в виду, за отсутствие ущерба, не урона, да, он за кого-то другого. Очень интересный эпизод сегодня тоже распространили СМИ. Интервью давал Джонсон. Говорит: слушайте, я вообще, это там народ Британии решил поддерживать. Я не останавливал переговоры, вот те в Стамбуле. А если вы вот это российский нарратив, пропаганда российская, представляете? Раскачивайте лодку, так сказать, да, как говорил один из людей, известных нынче всем абсолютно, особенно в Украине. Я напомню один важный момент, Александр. Если ты вынужден просить оружие у Вучича, то это все-таки что-то значит. Это значит, что кто-то другой, кто должен был тебе дать оружие, не дал. Начнем с того, что Турция сейчас более-менее, смотрите, внимание, не паритетно,
а снисходительно относиться, учитывая то, что сейчас и Украина стреляет по турецким судам, в том числе были эпизоды, и Россия подвергается достаточно серьезной критике со стороны Турции в плане судоходства и атаки на судоходство. Возникает ощущение, что когда ты теряешь, это вот людям сейчас объясню классный такой пример. Бывает ситуация, когда ты тусуешься с крутой компанией, но в какой-то момент по какой-то причине ты не дотягиваешь по крутости. Ну, или ты ошибку допустил, или там не смог одеться так красиво, как они хотели. И в этот момент они тебя просто 2 или 3 раза не приглашают с собой на встречу. Они тебе ничего не говорят, что они с тобой не дружат, но они тебя не приглашают. С кем ты начинаешь водить дружбу? Ты вспоминаешь всех своих старых друзей, друзей, и ты начинаешь идти с теми, кто с тобой соглашается идти. Вучич — это тот, кто согласился тогда, когда отказались другие. На самом деле, я хочу обратить внимание, это важный момент. Зеленский потерпел тройную проблему. Вот он потерпел тройное поражение. Первый вопрос передачи вооружения. Второй вопрос передачи технологий для разработки вооружения. И третий, самой лицензии. То есть возможность получить дополнительное вооружение, он потерпел, скажем так, неудачу в вопросах коммуникации с Большим Западом. А если ты вынужден уже просить у Вучича какой-то помощи и ехать, если надо признавать, не признавать Косово, сказать о том, что смотрите, вот самая вкусная кухня — это ваша кухня. Вот что угодно ты должен придумать для того, чтобы тебе просто дали хоть что-то. В целом, с точки зрения управленца, который находится во главе государства, который находится в войне, это неплохо. Проблема в том, что ты как раз тот управленец, который довел до того, что ты вынужден просить уже помощи у тех, кто, ну, скажем так, в мире-то не сильно-то и отображается в рамках военных дел. То есть у Косово самих проблем хватает, но они вынуждены помогать для того, чтобы ты просто хоть как-то поддерживал какой-то статус. По сути, это получается прокси-коммуникатор. Зеленский является прокси-коммуникатором. Сегодня ты общаешься с Зеленским, чтобы потом иметь возможность пожать руку там, Трампу, Мадяру, кому угодно. То есть ты должен строить отношения через него. Но я вернусь все-таки к тому моменту, вы сказали, что вы с этим согласны, а потом сами же подтвердили мою мысль. Ведь проблема-то на самом деле в государстве остается, не решается за счет ударов вглубь России. Помните, у нас был с вами позапрошлый эфир, когда только начали крепко бить по НПЗ, и я говорю, слушайте, так бьют по НПЗ, это очень больно отражается. Но я вынужден немножко изменить свою риторику, я приношу извинения, я ошибался. По поводу чего? Да, это больно, вопросов нет, это бьет по экономике, но это не завершает войну. Война не на территории Российской Федерации. Трудности, с которыми сталкивается Российская Федерация, они просто колоссально большие, но у Украины нету такого запаса прочности, как у Российской Федерации. Ни кадрового. Так и как это Первое. оценить? Ну вот А смотрите, оценить это очень просто. вашу же логику можно же перевернуть наоборот. Смотрите, такая могущественная ядерная держава ничего не может сделать. Ни с Зеленским, ни с вот этими ударами. Опять-таки, тут же тоже, вы турок вспомнили, тут же тоже интересный момент. Есть такая организация, ну у нас Конституция, права человека, все на паузе, поэтому, в принципе, организация организацией. Ну, плевать на них, ну какая разница. Human Rights Watch. Ну, подумаешь, какая-то там конторка, какие-то там, не знаю, непонятно кто. Да? Они призывают США, Венса, который говорит, не бейте по Новороссийску, а Зеленский бьет. И вот они все уже наладили, вот вы очень классно подметили, что это как бы Зеленский коммуникатор. Вучичу надо обниматься с Зеленским, там, лобызаться, потому что он понимает, он от Европы никуда не денется. Там Урсула, Урсула, понимаете? Это как бы его проводник, полупроводник, да, к Урсуле. Понятна логика, но работает. Смотрите, как интересно сейчас коммуникация. Human Rights Watch говорит, США, не передавайте через Турцию Украине вот этот там пакет вооружений, там кассетные боеприпасы, атакмсы, вот эта вся история, которую там пару дней назад сообщили. Да. То есть коммуникация работает в другом направлении. Да, Это абсолютно интересно. что-то новое. Это новый переход вот этого общения. Опять-таки, к США апеллирует не только российская сторона с вот этим пресловутым избитым духом Анкориджа. Уже организации международные говорят, не-не-не, давайте, США, сделайте что-то. И это очень интересная тенденция, которую мало кто замечает, что все больше и больше подобных голосов к США,
что-то сделать с Украиной, чтобы она не била там по Новороссийску, потому что рынки зерна, нефти и так далее, чтобы не передавали оружие, потому что это, простите, черти что, ну, как бы происходит. И вот эта связка дипломатическая, как же Сибига строит дипломатию вместе со всеми там Залужными и так далее, каким образом? Воздушные Типа, замки эти, я обожаю их. мы можем делать все, что угодно, потому что мы как бы Жертвы. отбиваемся от агрессии. Да, вот поэтому все, что угодно. Бэки какие-то, какие-то дроны залетают, какие-то... Мы все, что угодно, а вы нет. Двойные стандарты, Александр, не мне вам рассказывать, что кто-то, уважаемый журналист, а кто-то подсанкционный. Ну, то есть, я думаю, вы знаете лучше остальных, что такое двойные стандарты, и было бы у вас желание оставаться лояльным и не быть под санкциями, вы бы принимали просто чуть-чуть другие решения. Но в некоторых случаях правда дороже, даже истинной правда дороже ложной системы убеждения, потому что рано или поздно система убеждений у людей меняется, а истина, она, ну, знаете, как дважды два было 4, она так и остается 4. Во-первых, я допускаю, что у США не получается склонить Россию в том виде, Российскую Федерацию в том виде, в котором они хотели, к миру. То есть они видят то, что насилие с ними плохо работает. Россия легко переживает насилие, тяготы лишения, трудности, недостатки всего, которое, напомню, все равно меньше, чем у Украины. Украина не сдалась в условиях отсутствия электроэнергии, газа, там, света, всего этого всего, не сдалась в холодный год. Ну, то есть, типа, вот был один из самых холодных периодов зимы, и не сдалась. Без Wildberries, ребят, я думаю, они как-то уже справятся без Wildberries. Но почему мы игнорируем проблему на территории нашей страны? Почему мы сейчас смотрим в сторону тоже, что говорит в России? Еще раз, у большинства людей, которые так сильно озабочены тем, что говорит в России, родственники живут, напомню, в Украине. Или они сами живут в Украине, не могут выехать или не хотят. И давайте сейчас обратим внимание на одну простую, но значимую вещь. У меня есть знакомый, по работе я с ним знаком. Он начал закрывать ряд бизнесов, говорит, после 5 числа я начал закрывать биржу, говорю, что случилось? Он говорит, а то помнишь, там слышал, прилетало. Говорит, так вот, Фози Групп пострадала, там Сельпо, еще другие эти. И поприлетало по ряду предприятий, о которых почему-то никто в новостях не говорит. Но это предприятие, оно не просто складское, оно не хранит, оно производит. И оно производит в том числе технику для государства, причем ну, для мирных жителей, в том числе и конструируют дроны. И получается какая история? Мы знаем, что происходит у нашего оппонента, у наших соседей, лучше, чем что происходит у нас по соседству. И люди не способны высказывать свою позицию по этому поводу. Есть такое прекрасное понятие, называется атомизация общества. Вы, Александр, когда-то о нем говорили. Когда атомизация общества происходит, когда делают из народа, ну, единого какого-то организма, который имеет тенденцию, отдельных членов общества, которые следуют пропаганде. Так вот, что происходит. Сейчас кого не спроси, все говорят, а вот у России, а вот у России. А когда задаешь вопрос, а что на территории Украины вообще происходит, вы знаете, все говорят, да что-то, честно говоря, не слышал. Ну, что там, оно бахкает каждый день. Проблема заключается в том, что для того, чтобы изменить тенденцию оценки, необходим вот этот латеральный скачок в мышлении. Его совершить невозможно. Людей превращают в скот с помощью ложных майданов. Это картонный майдан, ложный майдан. О, видите, выскочил. Ложных майданов, вторичных выгод. Например, если мы сейчас заборемся, то у России будет хуже. Но как мы можем ощутить качество жизни лучше на территории Украины, чем России? Последний тезис, который хочу сказать, и передаю вам слово, Александр. Хочу услышать ваше мнение по этому поводу, по поводу моего тезиса. Да, России там тяжело, все, у нее там это все происходит, но если у России есть множество источников покупки, продажи, импорта, экспорта, зерно Украины не продается сейчас. Часть того зерна, которое должно продаться, оно сгниет. И у нас не шибко много ресурсов на экспорт. Возникает вопрос. Если украинский экспорт хотя бы на 30-40% по всем итогам пострадает, а российский экспорт пострадает на 20%, для Украины это непозволительно, несмотря на то, что мы живем на чужие дотации. Почему? Потому что внутренний рынок закрывает потребность как минимум в 2/3 от общего бюджета. Что делать, когда не будет этой возможности? Деньги утверждают, вопросов нет. Я слежу за новостями, да, деньги нам утвердили, но еще не дали.
Это очень классная штука. Я обязательно мы вам дадим, клянемся. Ну, Ну, чуть-чуть вы же позднее. видите, как тут же как бы дело, ну, как бы, раз пошла такая пьянка, режь последний огурец, понимаете? Дело не в деньгах, насколько я понимаю. И опять-таки мы сталкиваемся, первое, с непрофессионализмом руководства, непрофессионализмом. Причем непрофессионализмом тыла, да, вот сейчас все держится в Украине на каких-то средних, еще оставшихся, у которых там брони забирают, зарплаты Да. мизерные, чиновничьим каком-то, ну, которое как при государстве, людях государевых. Почему? Это тыл, да, то есть ровно точно так же и на фронте, в военной сфере. Потрясающие же откровения последних дней звучат. То рассказывают нам военные о том, что как только идет какое-то обострение на фронте, приезжают смотрящие, которые пороху не нюхали, ничего не понимают, но как бы все списывают на... И как бы чмырят, это прямая речь, чмырят командиров там на передке. То нам рассказывают очень душещипательные истории, причем таким кондовым, таким очень и очень топорным антикризом о том, что нет, опять в очередной раз по трое, по семеро суток воды, еды, снабжения на запорожском направлении, 121-я бригада, и Да, вся только страна хотел. такая, и вся страна, да, надо, поможем. И все говорят, мы вот как только будет возможность. Опять-таки, когда людей приучили не замечать, что горит у тебя в соседнем селе или там в соседнем микрорайоне, или какое предприятие не попадает в новости, да, когда к этому приучили, то приучили и тыл, и армию. И тыл, и армию, потому что ни там нет профессионального руководства. Все держится на вот этом средненьком классе, потому что их больше. И вот выбивается вот этот средней руки. Бизнес средней руки. Там, функционирование, аппарат управления. Все выбивается средней руки. И это, вот когда мы, если так рассуждать глобально, что такое война на истощение? Так это она и есть. Так это и есть вот такая война с жертвами, с трагедиями, с болью, на которые всем плевать. Почему? Потому что чем у нас занимается Зеленский? Ну, он Дропатова назначил. А что Дропатый? А как отреагировал Дропатый на проблемы, которые возникают точно такие же? Но на фоне вот этих картонных майданов и, ну, передергивания общественного мнения, да, ну, это просто издевательство над людьми. На фоне этого, так а что у нас изменилось в руководстве войной? Как изменилась там судьба военного человека? А как изменилась судьба гражданского человека в тылу? Ну, точно так же, что там мы видим одинаковый подход. То есть одинаковая, скажем так, сова, которую Зеленский натягивает на глобус, и если что-то где-то идет не так, тут Корецкий, он совещание провел. Я тут с военными повстречался, там по скайпу связался где-то. На фронт надо съездить, съездил на фронт. То есть мы не видим никакого, ну, как бы, развития, да, вот этой истории. А вместо этого нам вот показывают, что очередной НПЗ, очередной порт в России, где-то там что-то горит, ударили, ущерб, это наши санкции, и дайте ПВО. А что не перестали сообщать, сколько прилетов было по стране? Ну, вот последнее время. Где вот этот в правом верхнем углу вот этих преснопамятных инфографик воздушных сил, да, там сколько целей летело, сколько целей... Нет. И все на это обратили внимание. Но опять обратили и проглотили. Потому что управления войной нет. И управления тылом или как миром, мирными территориями во время войны у этого руководства на самом верху нет. Ну, Александр, я думаю, вы в значительной мере сейчас перегибаете. Было принято очень серьезное стратегическое решение призначить, это очень стратегическое решение, сильный кадровый ход, призначить Умерова в службу внешней разведки, что отказали ему. Я, знаете, иногда, когда смотрю на эти кадровые решения у нас, мне кажется, что у них есть какой-то вот этот черный шарик, знаете, как типа бильярдный, они вот так вот его так вот крутят, и там разные фамилии, и они просто подбирают разные какие-то должности. Мне кажется, Умеров еще не был на каких только должностях он не был, он министром не был. Спартак, может все-таки Вероника, может все-таки фэншуй?
Я честно скажу, начинаю, смотрите, я не шучу, смотрите, серьезно, я начинаю задумываться, что власть, по-моему, не у тех людей, потому что принимаются такие решения, как будто они спрашивают, спросите, ну и правда, мы не можем принять решение, нужно у Вероники спросить, потому что нету последовательности. Смотрите, Александр, в чем я хочу немножко так обвинить нашу власть. Это не значит, что я хочу поддержать кого-то другого, просто хочу обвинить нашу власть. Человек может быть злодеем, но если он последователен, он предсказуем, его идея понятна. Понятно, чего он хочет, и мы можем это дать. Некоторым людям, которые берут в заложники там, людей, и они имеют требования, они последовательны, они объясняют, что они хотят, каким путем хотят этого добиться. Наша власть непоследовательна. Во-первых, постоянно меняются цели, планы. Второе, не обозначивается аппарат, который будет управлять реализацией целей и планов. Третье, меняется риторика. Четвертое, меняются кадры. То есть создается ощущение того, что происходит полный хаос. Если государство воспринимать как организм, то организм, ведущий борьбу против себя самого, обречен на поражение. У нас организм воюет сам с собой. По сути, знаете, я сейчас так себе представил, у нас, у Украины сейчас серьезное политическое аутоиммунное заболевание. И сам иммунитет внутри государства уничтожает себя самого. Вообще со всех сил пытаются выделяться вот эти клетки, которые пытаются бороться с заболеванием, но они еще сильнее атакуют. Идет назначение Федорова. Федоров рассказывает, я буду бороться с коррупцией. Выясняется, что он один из участников самых коррумпированных схем. И потому он не хочет уходить из позиции министра обороны. Принимает решение поставить Дропатова, потому что риторика Сырского и его мясной подход, как люди называли, мясной подход к военной истории очень плохой. Выходит 23-го года интервью, где он рассказывает, ну, где Дропатый рассказывает о том, что, например, там часть людей не люди и вообще они, ну, другого сорта и так далее происходит, то есть национальная сегрегация по языковому и по территориальному признаку. И ладно, он это сказал, он это не проверг. Когда ты приходишь на политическую позицию, а еще раз, главнокомандующий перестал быть просто главнокомандующим. Сырский мог соблюдать вот этот паритет между обычным человеком и военной силой. Сейчас главнокомандующий обязательно должен демонстрировать политическую волю. Почему? Потому что он должен или поддерживать, или противоборствовать мобилизации, потому что мобилизация сейчас это инструмент политики. Ребята, если вы думаете, что мобилизация это вопрос ведения войны, нет. Мобилизация это вопрос политики, это инструмент политики. Это подавление воли свободных людей, это запугивание, это инструмент влияния и притеснения людей, которые могут потенциально выйти на улицу с картонкой. На самом деле сильно много потенциальных проблем связано с теми людьми, которые могут быть не мобилизированными, могут выехать, создавать какое-то напряжение, против которых обязательно нужно ввести санкции, наказать их, ввести против них уголовные дела. Потому инструмент внутреннего давления и аппарат насилия под названием государство, особенно в условиях военного положения, потому что войной, ну, как бы мы это все называем, но юридически нет. В таких условиях главнокомандующий перестает быть военной единицей, и он становится частью политической машины. Как только он теряет свою субъектность как военный и становится объектом политических обсуждений, он должен либо парировать риторику, которую ему навязывают, ну, опровергать как-то, либо просто никак ее не выражать. Потому что получается такая история, что бы ни сказали в офисе президента, виноваты будут не те, кто сказали в офисе президента, а те, кому сказали сказать то, что сказал офис президента. Получается так, что и это будет будут насиловать постоянно людей, которые не имеют к этому прямого отношения. Вон, видите, уже обвинили Сырского, обвинили Федорова в том, что мобилизация не пришла. Ребята, кто не в курсе, я напоминаю, смотрите эфиры, уже 1000 раз вам объясняли, уже не только я, там уже каких угодно эксперты, и у Шелеста, и у других объясняли, что вопросом мобилизации не занимается ни министр обороны, ни главнокомандующий. Это не их задача. Более того, если они будут выполнять эту задачу, они могут попасть под суд и будут судить, потому что это не, ну, они выполняют не свои должностные обязанности. Но создается ореол того, что Сырский принимал плохие решения по мобилизации, а Федоров не смог реализовать эту мобилизацию. Еще раз, всегда будет виноват тот, кто выполняет задачи, которые диктуются офисом. Но сам офис нести ответственность за это не будет. У меня теперь возникает вопрос, Александр, это уже к вам, мне интересно ваше мнение.
Что такое офис президента? Кто это? Кто эти люди? Это один человек или это Понимаете, группа людей? ну, опять-таки, тут же, кстати, вот если честно, я вот так думаю, что тут же мы балансируем, очень такая тонкая грань есть. С одной стороны, нам говорят, что решение по там, войне и миру, не войне, ударам вот этим, которым сейчас козыряют, диверсиям, дефис террористическим актом, как там подрыв на дне рождения у генерала, Это да. подобными вот этими всеми историями, да, поражениями, ну, в том числе, ну, давайте, ну что, Россия бьет по мирняку, да, и Украина бьет по мирняку, тоже там жертвы, трагедии. Вот опять-таки, тут же тоже очень, очень важно, вы говорите, там, не попадает в новости. Попадает. Ну, там, с опозданием где-то еще. Но это не так кажется актуально, потому что от обстрела прошло там 3 дня, или день, или сутки, а у нас уже новый обстрел. Опять там Киевскую область, летят дроны, их там сбивают, они там куда-то падают, или их не сбивают, или ракеты куда-то попадают, нам не говорят, уже количество даже не говорят. Ну, смотрите, ну вот, Запорожсталь, 7 человек погибло, 20 раненых, все, остановилось производство. Запорожсталь, которая листы, и все такие прикинули, подождите, так у нас же оттуда. Все же видели вот эти проплаченные ахметовские, да, мединвестовские вот эти все истории. То есть только Лора приезжала, только в каске ДТЭК ходила, только вот это все. Шлем еще как бы жив в воспоминаниях людей. Так это все на эти деньги. Там листы металлические, прокат, ну там фортификация, укрепление, все, как бы все остановилось. И как это повлияет на экспорт, на там, инфляцию? Прямо повлияет, понимаете? То есть, но об этом нам сообщили, опять-таки, людей вычеркнули, ну там 7 погибших для статистики нам сообщили и все. Ну, ровно такое же количество погибших и при других обстрелах. Там Харьков, Днепр и так далее, и так далее, и так далее. Уже не считают. И вот вы говорите, кто эти люди? Получается, что есть модерация, как бы внешняя, да, есть внутренняя. И вот тут очень интересный баланс, да, потому что часть решений принимается вот этими 5-6 менеджерами, людьми, которые вот, там, тасуют Зеленский, которые там укрепляют свою власть, борется с влиянием там, вот этих соросят, назовем их так, там, 2 раза Федорова вспоминали, вот с этой силой. С другой стороны, есть какая-то направляющая рука, которая говорит, вот будем воевать вот так, вот бить вот так. Вопрос, вот очень, кстати, интересный вопрос. Вчера, позавчера вот вышло интервью у Рамины, там, где она сделала лицо, видели или не видели там ужасные вот эти. Этот момент я хочу с вами обсудить. Но обсудить в контексте каком? Внешнее, внутреннее. Ольга Полякова, которую прорвало, я у себя даже в телеграм-канале, ну понятно, что это юмор для аудитории, которая смотрит постоянно, да, там, я говорю, надо протереть очки, а это что, Снежана Егорова у Раминой, которая говорит про концлагерь, Полякова, концлагерь, нацию мышей, и вот, ну, вот эту всю несправедливость. Ну, понятно, что она там потыкалась в Евровидении, съездила в Юрмалу, получила дозу хейта. Полякова, можно к ней по-разному относиться. И я, кстати, не особенно, это как бы не героиня моего романа, даже там, в политических, около политических моментах. Но она прет, она получила порцию хейта, она не останавливается, и она идет дальше. Она понимает, что за ней ну, никто не стоит. Она формирует, она сейчас, здесь и сейчас формирует свой образ. И вот она классно. Ну, смотрите, понятно, что там на нее там Янины Соколовы отреагировали, всякие фурсы. То есть эту реакцию тоже хочу, чтобы вы прокомментировали. Это все хорошо. Но на мемы разошлась физиономия Рамины с разными, там, скажем так, мемасиками, там, да, твоя реакция там на то, на то, на то. То есть вот что запомнилось. Все сразу вспомнили какие-то ролики с рублями. Все сразу, то есть она вот этой одной реакцией, ну, собственно, подтвердила слова той же Поляковой. И кажется, что в этот момент что-то ломается, что-то хрустит, по крайней мере, ну, если не ломается, но хрустит вот эта система. И вот тут очень интересно, эта система внутренняя, Зеленского или привнесенная извне?
Я когда-то очень давно писал, была новость, я тоже ее писал, о том, что, помните, может, даже вы помните, это было года полтора, наверное, назад, как-то диковинно все выглядело. Британия поможет правильно мобилизовывать украинцев. Да, да, Ну да, и все было как бы такое. так, как так поулыбались, там кто-то пошутил, в том числе и я, что это, наверное, там, в группы ТЦК будут британцы. Но вот проходит это время, полтора года, и мы видим, что те, кто это творит каждый божий день, мобилизацию имеется в виду, они точно украинцы? Они прям, они украинцы? Сейчас там подозрения вручают, делают вот это там, ну, скажем так, ну, порядок, типа, видимость порядка, да, что Зеленский занимается вопросом, государственная машина, ГБР, там все дела, но, это вообще украинцы или не украинцы? Это внутренняя история или внешняя? Начнем с того, что если там что-то хрустит, все, что хрустит, это здравый смысл. Потому что трещит по швам буквально, Александр, потому что ровно за тот же стейтмент, который высказала Раминой Полякова, ровно за тот же полтора года назад мои знакомые, они наши с вами общие знакомые, получали уголовные дела и получали санкции. Точно за этот же стейтмент. Получали колоссальный хейт. И то, что сегодня с мыслью Поляковой все согласились, а тогда все канцелили. И те же люди, которые сегодня говорят, внимание, почему? Потому что я знаю этих людей лично. Сегодня они говорят, тут какая она молодец. Ровно полтора года назад они говорили, ну, Спартак, ну, согласись, ну, это же дичь, так говорить нельзя, мы же находимся в войне. Это одни и те же люди, потому здесь нет никакой последовательности. То, что сказала Полякова, и вот эта реакция людей на Полякову, ну, то есть, типа, положительная реакция на Полякову, она как раз и подтверждает позицию Поляковой, что люди просто мыши, просто испуганные, и они движутся за толпой. Почему сейчас так положительно отреагировали? Потому что существует вот этот прецедент картонного Майдана и псевдофеминизации. То есть, типа, мы стремимся к свободе. Мы стремимся к свободе и свободе выражения. Да, могут выражать себя свободно на улице только люди до 25 лет, то, в принципе, мы туда стремимся. Ну еще женщины, и инвалиды, и пожилые. Но у нас очень все свободно. Получается так, что когда ты делаешь такое утверждение, будучи изначально в позиции не на стороне провласти, ну, то есть не на провластной позиции, то ты все-таки враг государства. Но если ты делаешь такое утверждение, находясь в кадре с абсолютно ручным блогером, который поддерживает любую риторику власти, причем я слышал даже самое-самое с ее уст, скажем так, как вы любите говорить, пресносущих уст, там, в общем, эти уста многим знакомы. Так вот, слышать такую риторику, которая является не просто, она не только дегуманизирует, она расчеловечивает, она еще и снимает ответственность тех, кто совершает преступления против человека и против личности в целом, потому сидя рядом, допустим, с таким человеком, который поддерживает офис президента, и он поддерживает офис президента, и офис президента его поддержит, сказать такие слова, это уже авторитет. Тогда мы приходим к выводу, что люди на самом деле мыши, по одной простой причине. Им важна не суть, а форма. Смотрите, им важна не суть, а форма. Какая разница, кто скажет, что в Украине происходит беспредел? Мне, например, разницы никакой. Это скажет россиянин, это скажет поляк, это скажет человек, против которого санкции, это скажет человек, против которого уголовные дела, это скажет ребенок, это скажет Полякова. Не играет роли. Есть факт. Какая разница, кто говорит, что дважды два будет 4, если это факт? Но люди обращают внимание не на то, что сказано, а кто сказал. И в этом заключается основная проблема. Потому что, смотрите, внимательно, следите за руками, как любят говорить иллюзионисты. Через несколько дней, недель, может месяцев выйдут люди, которые поддерживали всю антигуманную систему в Украине и скажут все то, что нельзя было говорить на протяжении всей войны. Они это скажут, и люди такие, боже, вот это смелые люди, давайте им похлопаем. Тем временем возникает вопрос, а что делать людям, которые как бы об этом говорили каждый день, во всех эфирах, на постоянной основе об этом говорили и получили срока? Возникает вопрос, чем мы отличаемся на самом деле от мышей, вот таких вот молчаливых, терпеливых, и почему
Мы считаем, что вот эта вот позиция Полякова сейчас является героической, а та же позиция абсолютно любого украинского блогера, политика, который является, ну, не, он даже не оппозиционным, просто политик здравого смысла. Тут есть такая партия здравого смысла. И вот человек выражает свою позицию, выражает ее, и она такая же, как у Поляковой, но просто его изначально не любят. Проблема нашей нации заключается в том, что мы обращаем внимание на форму, не на суть, на форму. Потому, Александр, будущего у такой нации, которая реагирует на цвет пистолета, из которого ее убивают, а не на сам факт наличия пистолета у виска, ну, будущее очень плачевное, особенно учитывая перспективу с этой зимой. Если мы попробуем, опять-таки, оттолкнуться от, от американцев, да? Ну вот, ну там, Венс там чего-то сказал, не делайте, а они делают. То есть какие-то ожидания Кушнера, Виткофа, да, вот, смотрите. Ведь здесь же, опять-таки, очень важный момент. Вы прокомментировали эту ситуацию, исходя из внешней, внутренней истории. Тут же важна и внешняя как бы, модель. Меняется характер коммуникации. К США апеллирует уже не только Россия. Ну, давайте, делайте что-то. Россия как раз-таки занимает позицию, что идем, воюем. Вот, да, война. Да, вот. Зеленский говорит, Россия будет мобилизована. Это, кстати, вообще парадоксально. Никто не отслеживает, потому что все уже привыкли, да. Вчера же Зеленский что сказал? У России будет мобилизация и осенью, и в следующем году. Ну, то есть, по 300 тысяч, да, по 300 тысяч. Это, как он себе это представляет? То есть было 500 000 еще пару недель назад, вот уже сразу после выборов. Потом это все опровергли, мы с вами это тоже обсуждали. То есть сейчас вот по частям уже, то есть размазывает свой же, получается, прогноз, или как, данные разведки, или как это называется, нарратив. Умеров достал данные. Ну, то есть, что будет мобилизация. Ну, то есть, четко видно, что это тоже инструмент. И опять-таки, то есть, Россия говорит нет, и идет война дальше. Ну, то есть, как бы принимает вот эту историю с эскалацией. И будет ответ за Новороссийск, ответ на ответ, ответ за ответ на ответ. То есть, это мы уже понимаем. То есть, дальше будет хуже и только нарастать. Нормальные люди в других странах, в каких-то, не знаю, организациях говорят, США, сделайте что-нибудь. А они ничего не делают. То есть не могут, не хотят. Одни бьются головой об стену, говорят, это вообще план США, это вот у них глобальная задача, это вот они развал России, уничтожить Россию, завладеть ресурсами. Другие говорят, да нет, это идет борьба между условными там неоконами и там их, скажем так, и Трампом, да, Трамп, там, глобалисты, вот это все, то есть монархии глобальные. Короче, то есть кто-то, все апеллируют к США, но США это нечто гораздо большее, чем, собственно, Рубио, Венс, Трамп, по сути. И получается внешний фактор. Вот это вот очень важно. Может ли в Украине, на ваш взгляд, вот это вот то, что происходит сейчас, хруст, слом, треск вот этого режима, порядка, каким-то образом, повлиять на то, что будет исходить извне? Смотрите, Анкоридж не повлиял ни на что. Какие-то призывы куда-то где-то ни на что не повлияют. Все идет, как идет. Более того, Корея даст возможность РФ получить дополнительную баллистику, если я не ошибаюсь. Да? Можете меня поправить. И Корея вряд ли бы как-то двигалась без руководства Китая. Потому получается так, что Китай изначально хотел тоже принудить Российскую Федерацию, а потом все-таки думать так, наверное, надо со всех сторон давить, потому что не получается давить только на Россию. И смотрите, важный момент. Я украинец. Я в России не жил и жить не буду. Я никогда не был пророссийским. Я считаю, что нападение России на Украину – это абсолютный иррациональный, жесточайший акт, вообще это абсурд полный. Но я человек, который стремится к здравому смыслу.
Когда я слышу о том, что говорят, что Россия распадется, я что-то вообще не понимаю, как они себе это представляют. Как это возможно вообще? Они о чем думают? Они думают, что Россия это какая-то штука, ну, типа, это как, не знаю, как, знаете, это как гараж, который держится на 3 сваях, там, или на 4 сваях, сбили 3 сваи, и оно упало. Это так не это огромное государство с колоссальным потенциалом. И у них есть огромный запас прочности по страданиям. То есть, смотрите, у них же идея у россиян какая? Они могут претерпевать трудности и готовы претерпевать во благо общей цели, ну, там, государства. Украинцы в этом плане менее ориентированы на государство, больше ориентированы на народность. И если народ готов будет как-то бастовать, но проблема в том, что народ не дают как-то бастовать, потому что от народа, от активного народа осталось мало, что большая часть его либо была мобилизирована, либо просто выехала, а остальные просто вынуждены быть конформистами, потому что не приведи Господь тебе что-то сказать, чем-то плохим это закончится. То ну, или проблема с разрывом эмпатии, как я рассказывал, когда тебе нечего кушать и тебе, ну, типа, холодно зимой, у тебя в доме зимой 5 градусов тепла, то у тебя последняя мысль, которая возникает, это, наверное, пойду сейчас буду страйковать, чтобы бастовать или там Майдан сделаю. Нет такой возможности и потенциала. Когнитивные способности сильно проседают, и социальные навыки вместе с социальным капиталом становятся просто бесплотными. Так вот, когда я слышу, что там Америка сначала давила, что хотят разрушить Россию, это невозможно, во-первых. Во-вторых, такая задача ни у кого не стоит, исходя из того, что происходит. Склонить Россию быть более сговорчивой, да, но теперь видите, в чем идея? У меня создается такое ощущение, возможно, оно ложное, возможно, люди в комментариях поправят, что не получилось продавить Россию силой. Ну, не получилось. И горит по обе стороны. И вот вы сказали то, что идет обмен, ответ на ответ, ответ на ответ. Ну, нет, Александр, я бы так не сказал, что это идет ответ. Дело в том, что оно и раньше прилетало. Сейчас просто меняются идеи и задачи. Ну и раньше, куда в Одессе не летело, начинает лететь в Одессе, потому что остальные цели уже не то, что не важны, их просто уже нету, они стерты. Просто об этом мало кто говорит. Как правило, замечают эту ситуацию и плачевность ситуации люди среднего и большого бизнеса и те, кто работает и владеет предприятиями. Вот в чем дело. Потому что обыватель, который работает на обычной работе, он этого может не ощутить. Но есть нюанс. Пошел слушок, пока еще не точно, что будет купюра номиналом 2000. Вы слышали, да, об этом? Ну, 4 сентября, да. Да, а теперь, внимание, еще один важный момент. Сразу, Буквально сегодня... сразу после Шуфутинового дня у нас СТУС украинской гривны. 2000 гривен, да? Красота какая, вы понимаете, да? А вот что важно, там еще откопали еще одного фараона, хотят сюда перевести, украинского. На что я хочу обратить внимание? Смотрите, кажется, связи никакой нет. И мы этому все радуемся, особенно люди за границей так этому радуются. Национальный банк Украины увеличил лимиты. Теперь можно не 100 тысяч тратить за границей, а 200 тысяч. И люди радуются этому, потому что это на самом деле облегчает жизнь, мне в том числе. Можно больше переводов делать, больше там покупать валюты и все остальное. Но возникает вопрос, откуда взялся запас прочности финансовой? У нас что, денег больше стало? Нет. Люди не понимают, что такое инфляция, и люди не понимают влияние инфляции на качество жизни. Люди думают, что экономика это какая-то такая, ну это не совсем наука, это что-то там где-то мы в школе чуть-чуть учили, ну там плюс, минус, там дали пару миллиардов минус, ну не можем мы зерно вывозить, ну подумаешь, там какие-то 14% капитала пострадает, ну не можем мы производить сейчас, вот завод один, который работал на Toyota, да, еще на какие-то недалеко от Житомира, по-моему, был взорван, на котором работало там 3500 людей, и теперь просто некому там работать. Уже просто, ну, это единственное, это градообразующее предприятие Ну было. так Если подождите, ну так хорошо. Слушайте, нет предприятия, некому работать. Ну, все, ну, нормально, чего вы так? Мобилизовать можно всех, кто работает на те предприятия. Меньше страна Сейчас легче же, защищать. По такой логике тоже это можно сказать. Знаете, ну, то меньше есть, территорий легче защищать. Ну, и меньше территории легче защищать. Тут такой момент один, который я хотел бы с вами в финале обсудить, потому что э, ну, мне нравится, почему наши с вами разговоры, и потом, ну, понятно, читать в комментариях эти разговоры. Они не совсем академичные в жанре политического интервью. Ну, то есть, имеется в виду мгм. Венс, Трамп. Это как просто повод обсудить взаимозависимости. Да, и вот это вот я строю эту линию, там, вы, там, внутри, снаружи, внутри, снаружи. Две новости сегодняшнего дня. Новость номер один. Теперь, если ты украинец за рубежом, хочешь получить консульские услуги, тебя автоматически, то есть
вообще, как бы квартал что-то теряет. Надо как-то вот немножко... Они же классные промо-акции. Ну, то есть ты хочешь вообще ничего бесплатно, ничего платить не надо. Тебя поставят на воинский учет. Пришел получить за границей, Шикарно. ну, то есть нормально, это благо от государства. Никуда ходить не надо, ничего нет. Ты на воинском учете. Это вот новость сегодняшнего дня. Любая консульская услуга, внимание, подразумевает и женский воинский учет. Потому что ряд специальностей, если там когда-то женщина получала какое-то там околомедицинское, там, не знаю, фармацевтическое, там, стоматологическое, ну, короче, то есть что угодно. Медицинское. То есть, пожалуйста, или там есть какие-то связисты, какие-то там почтовые там моменты, то есть, ну, вот это все. Это новость номер один. Новость номер два. 67% поляков поддерживают депортацию украинских мужчин призывного возраста, которые там, ну, не имеют права работать на территории Польши. При этом, ну, вот действительно, другие страны ЕС все отчетливее, как бы эту политику вот вводят. Получается странная история. Мы знали только один такой народ с желтыми звездами. Ну, а сейчас получается, что и украинцы такой же со специфической судьбой народ, изгнанные со своей страны войной, режимом. Ну, то есть, как бы модель просто по-другому работает, да? То есть украинский паспорт становится реально как проклятие. Причем, казалось бы, цивилизованном, защищенном мире. То есть и рано или вот чем дольше это все будет происходить, тем ближе вот эти грустные умозаключения. Знаете, вы сказали, вот это сейчас же автоматически ставят на воинский учет, и я подумал, что можно сделать такую рекламную кампанию, квартал может сделать такую рекламную кампанию. При получении консульских услуг воинский учет и підозра в подарок. Вот это вот это было вообще очень классно. Підозра, и сразу прямо на месте. Но, смотрите, мы же все-таки цифровизуемся. Штраф можно оплатить на месте с помощью PayPal там, или еще что-то. Прям это очень-очень полезная штука. Я считаю, что это, кстати, и в бюджет капнет, если нас слушают агенты офиса. Идея. Подкидываю вам, не благодарите. Так вот, есть такое понятие, Александр, называется мотивированное мышление. Мотивированное мышление – это такой широкий механизм. Рассуждение организуется так, то есть мыслительный процесс организуется так, чтобы прийти к желательному и психологически приемлемому выводу. В том числе может включать игнорирование неприятных фактов. Люди, которые находятся на территории Украины, не воспримут это как негативный элемент, потому что они и так находятся в тяжелых условиях. По отношению к другим людям они будут интерпретировать это как положительный момент, потому что, ну, все-таки будут людей возвращать, и никто ж не будет так жить хорошо, то есть все живут за границей хорошо, и не пойми, чем это закончится. 67% поляков, которых опросили, нужно понять, какая это статистика, кто ее проводил и так далее, потому что на самом деле у поляков к украинцам таких проблем, ну, таких вопросов нету, но, внимание, там указано не просто работающих украинцев, а кто имеет право на работу. Ребята, каждый, кто имеет юридическое, ну, хоть право там находиться на территории Польши, то есть кто подался на защиту, я не помню, как она называется там у них, каждый, кто подался на защиту, имеет право работать в Польше. Потому, по сути, они таким образом, смотрите, что говорят. Мы за то, чтобы украинцы, которые являются нелегалами, возвращались в Украину. Но как перекрутили наши власти эту тему? А? Вот как красиво перекрутили. Они взяли и сказали, что те, кто не имеет права на работу, должны быть депортированными в Украину. Дело в том, что я эту статью читал, там не вопрос депортации в Украину, а депортацию или не давать возможность украинцам оставаться на территории Польши, если они не имеют официального статуса. Да у нас почти все украинцы имеют официальный статус. Там, ну, то есть это не проблема. То есть, по сути, они выдвигают какую риторику? Мы против нелегальной миграции. Так там нелегалов почти нет. Наших украинцев, там, которые находятся, все имеют либо
защиту Германии, Испании, Италии, любую защиту, но находится на А территории если это, Европейского смотрите, Союза. тут же тоже очень важный момент с украинцами. Вы, кстати, хорошо, что коснулись этой темы, что там внутри Украины и так тяжело, а эти там повыезжали, а если выехал, ну сиди тихо. Ну, то есть, да, вот это, мы это прям читаем, Так это у всех вижу читаем. постоянно, да. То есть постоянно, вам там за границей, вам там сахар, а мы тут страдаем, мы как бы больше украинцы, чем те, кто уехали. А если это сделано на будущее? Если это не там по хвостам, это, если это сделано не для, на самом деле, не для тех украинцев, которые уехали, ну, чтобы их вернуть назад, потому что это же справедливо, а если это Мгм. сделано для тех как раз-таки, кто внутри. Сегодня переплывает Тису, бежит через тропами, через горы. Сегодня, не вчера, не вот для тех, кто там чего-то где-то, чтобы их можно было за любой проступок отправить. Не для того, чтобы загрузить в вагоны этих украинцев, которым там же так сахар за границей, да, это тоже отдельная история, как украинцы же все прям такие счастливые, те, кто за границей, чтобы загрузить этих украинцев в вагоны и отправить назад. Нет, не для этого. Это все исключительно вот это психологическая манипуляция над теми украинцами, которые внутри, которые думают, что это как-то повлияет на жизни уехавших в Европу, а на самом деле это им очередной как бы, да, слой, или как это сказать, очередной кордон колючей проволоки для них же. А они это с радостью, улюлюкая, всхлипывая и радуясь, потому что, ох, вы ж уехали, а мы что тут страдаем. А это для них делается. То есть вы понимаете, насколько это, ну не то что цинично, то есть этих бедных людей Цинично. закрыли в стране, убивают дронами, ракетами каждый день россияне, ПВО уже даже не отчитываются, сколько там чего сбили из этих баллистики, потому что, а что сбивать? Сбивают эти, ну, в общем, да. Так и под сладким для любого человека словом справедливость засовывают туда и запихивают очередной удар по тем, кто внутри. И слушайте, вот вы очень хорошо заметили этот момент, и он распространялся на украинцев во многих аспектах, не только в вопросах выезда. Он распространялся и на то, что, например, хотят лишить права голоса людей, которые находятся на территории, хотя законом не запрещено. Хотят лишить не только права голоса, но там была идея лишить возможности приобретать на территории Украины что-то, если у тебя нет резерва, ну, там нет резерва, и ты не стоишь на воинском учете, если ты там призывного возраста и можешь быть призван. Получается так, что они вводят жесточайшие меры по сегрегации общества. То есть происходит такое разделение общества на правильных и неправильных в очередной раз. Но задача, знаете, какая? Сделать так, чтобы правильные, я кавичу, ненавидели кавичу неправильных. Притом неправильные живут лучше просто потому, что они приняли такое решение. То есть смотрите, а теперь как выстраивается мысль? Жить хорошо – это неправильно. Вот они вот эту мысль пытаются внедрить в головы. Жить хорошо, просто вообще, давайте так, не умереть, остаться живым – это неправильно. И эта мысль, она насаждается с каждым новым этапом. То сначала невозможно будет теперь получить без этого резерва плюс защиту. Те, кто не получили защиту, должны будут вернуться. Те, кто вернулись, должны быть обязательно мобилизированы. Те, кто были мобилизированы, должны посмотрим, что он писал, какие посты. Он либо еще и под суд пойдет, либо он пойдет в штурмы. Не согласен с риторикой, будешь репрессирован. Получается, какая история? Что абсолютно каждый человек, который остается в живых и имеет качество жизни, должен за это поплатиться. То есть ты должен страдать за то, что принял решение не страдать. А когда человек принимает решение страдать, хоть это не его решение, он базово страдает, но ментально оправдывает это тем, что он там, более высокого сорта, у него более высокий уровень жизни, он более значимый и так далее и тому подобное. Подмена понятий происходит ровно для того, вот как в фильме 1984, подмена понятий происходит ровно для того, чтобы в конечном счете все те, кто были виноваты, оказались правы, а те, кто были правы, оказались виноваты. Это очень удобная модель. Потому что объяснить людям, что
Понимаете, объяснить людям, что их обманывали на протяжении 5-6, я, честно говоря, думаю, что война еще продлится долго. Кстати, вот этот момент с тем, что, смотрите, не перестали выдавать защиту тем, кто уже ее получил, и готовы выдавать ее дальше тем, кто выехал легально, кто имеет отсрочку. Значит, это говорит о том, что война планово будет продолжаться, не будет конца осенью, хотя все там как бы на осень полагаются. Я в это не верю, можете считать, что я пессимист. Вот смотрите, какая история. Продолжают давать и продлили до 28 года защиту, значит, война продолжается. Но так как ввели вот эти ограничения, они понимают масштабы последствий, когда война закончится. Какое количество людей захочет уехать, какое количество людей, которые захочет уехать, будет иметь серьезные ментальные проблемы, будут ненавидеть, в том числе и украинцев, себя и окружение и власти. И тех, кто жил хорошо, это европейцы. Сейчас уже возникают иногда вопросы, а почему это мы должны быть щитом Европы, давайте и Европа пострадает, пускай уже там Россия нападет. То есть начинается абсолютно маргинальная идея. Этот маргинез ощущает свое превосходство просто по одной простой причине. Средства массовой информации говорят, чем хуже ты живешь, тем правильнее. Жить хорошо – это неправильно и грешно. Спартак Суббота был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Спасибо, Александр, спасибо, аудитория. Друзья, напишите в комментариях, с чем согласны, с чем не согласны. Напишите так развернуто, чтобы понять мнение. Ну и пишите, откуда вы, изнутри Украины, из-за рубежа. Это не для сегрегации, это не для того, чтобы отделить одних от других. Это для того, чтобы понять, что все равно, да, украинцы — это украинцы. Украинцы, там кто-то говорит русские, ставит знак равно, кто-то говорит там, Запад, Восток, уехавший, вернувшийся. Нас очень серьезно разбили и по вот этим нашим квартирам, да, политическим квартирам, языковым и так далее. Там, кто мирный, кто военный, кто гражданский, кто военный, кто мобилизованный, кто контрактник. Пора понять, что все равно мы все украинцы. И чтобы закончить войну, нужно начинать все-таки с себя. Всем добра и света. Увидимся.